Вот это вот Ампельман, знаменитый человечек-светофор, символ ГДР, кто знает, о чем я говорю. Вечером здесь такая своя абсолютно атмосфера. Ночные клубы, в которых танцевали, слушали музыку, горы кокаина, горы опиума и всего вот этого вот лоска 20-х годов. Наконец я в Минске. Кофе ростеров Берлина. Отношение к Берлину удивительным образом абсолютно константное. Ты влюбилась в Берлин? С первого раза. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Ты ведь ехала сюда с каким-то определенным понятием Берлина, да? Он за время жизни здесь, за эти 4,5 года, он как-то поменялся? Удивительно, но нет. Правда? Я часто слышу этот вопрос, да. Для меня самое главное в Берлине было это моментальное ощущение дома. Причем дома, которого не то чтобы никогда не было, наоборот. То есть свое состояние свободы, свое состояние атмосферы расслабленной, вялотекущей, но при этом достаточно такой рабочий режим. Вот это атмосфера, в котором ты можешь быть абсолютно кем угодно, когда угодно. То есть не переживать ни в внешнем виде, ни о внутреннем состоянии. И ничего не поменялось. То есть абсолютно ничего за 4 года. Отношение к Берлину удивительным образом абсолютно константное. Ты влюбилась в Берлин? С первого раза. Это удивительный город, который впервые после всех моих путешествий мне захотелось здесь жить. Мы познакомились с Катей, наверное, лет 5-6. 5. Наверное, лет 5 назад, когда я воплотила сумасшедшую идею, и домой ко мне на съемную квартиру приходили незнакомые люди, чтобы я их, значит, кормила. Прямо на завтрак, на обед и на ужин. И я помню, что Катя была одна из первых, кто заинтересовалась и сказала: крутая идея, придем-ка мы к тебе. Мы ели осабука, самый вкусный осабука в моей жизни до сих пор, между прочим. Спасибо большое. Круто. Вот. И с тех пор как-то так и не теряем связь. Катя переехала 5 лет назад в Берлин, 4,5, да? Вот. И с тех пор вот здесь прогулки. Прямо заходите на сайт Berlin by Kate, да? Да. Абсолютно верно. Вот. И гуляйте, ходите, пробуйте с этим человеком. У нас наш проводник. Поехали. Поехали. Я так понимаю, что если ты гуляешь по Берлину, да, то непременно и важно, и нужно обязательно заходить вот прямо вглубь. Потому что Берлин весь находится здесь, в глубине. Да, весь Берлин, он вообще такой дворовой немножко, да, потому что он и строился так, и вот эти локальные хайдауты, они все спрятаны, не то чтобы от глаз туристов, просто они спрятаны, ты должен точно знать, в какой двор зайти, не обязательно будет вывеска, то же самое с ночными клубами, на них не обязательно будут какие-то опознавательные знаки, ты точно должен знать, куда ты идешь. Потому что Берлин был ночным городом, такой распусты, да, города свободы на самом деле не в 60-х и не в 80-х, а как раз вот в период Веймарской республики, потому что закрывались, например, рестораны и бары, и где-то вот к 2-3 часам ночи открывались вот эти подпольные бары, причем и травести-бары, и вот всякие разные водевили, где танцевали и просто устраивали всякие художественные акции, танцевали в Баухаусах. Мы сегодня постараемся постучаться. Баухаусы – это здания, перестроенные в 20-х годах под
Это современные такие ночные клубы, в которых танцевали, слушали музыку. Понятное дело, там горы кокаина, горы опиума и всего вот этого вот лоска 20-х годов. Вот, и там устраивались, конечно, встречи, место творческого такого вдохновения и полного вот такого берлинской свободы. Вот Баухаус, один из самых известных Баухаусов в городе, построен в конце 19 века, перестраивался специально под вот такой вот дом для гостей в 20-х годах. Внутри, вот конкретно Шпигельзаль по-немецки, это зал зеркал. Это место, где происходили вот эти тусовки того времени, да, это и танцы, и художественные всякие авангардные тусовки, и танцы водевиль, и концертные всякие программы, вечера музыки. Здесь до сих пор это все происходит вечером. Здесь танцуют ретро-танцы, танго. Начнем наше путешествие дворовое. Вот, с такого достаточно очень известных дворов. Называются они Хакшенхофе. Значит, вот вам, пожалуйста, пример немецкого такого модерна, югенстиля, но промышленного. То есть не пражский, да, или парижский, да, а квадратиш практиш гуд, но с очень такими стилевыми упрощенными формами. Это как раз вот пример начала прошлого века, 10-12 года. Что это за дворы? Здесь всего 6 дворов. Это пример типового, нового типового жилья. В начале прошлого века была катастрофическая ситуация с квартирами. То есть люди, которые жили по 5, по 10, по 12 человек в квартирах, сделать с этим ничего нельзя было, потому что частная собственность – высший приоритет. Нужно было как-то расселять и, наконец-то, формировать нормы. Вот эти все нормы, по которым мы с вами живем, они начали формироваться с начала прошлого века. Нужно было предоставить городу вот такой вот жилой комплекс закрытого типа. Он до сих пор тоже вечером закрывается, в котором будут промышленные помещения, кафетерии, магазинчики и жилье. Да, вот это первый двор, титульный двор, оформленный королевской мануфактурой Голем. Это восхищает. Все можно подойти, везде можно сесть, детям везде можно бегать. Супер классно. И вот один из дворов, тоже проходной, один из моих любимых. Здесь такой культурно-творческий кластер живет. Архитекторы и дизайнеры, они себе задизайнили, кстати, полностью там еще двор. Вот дом, на котором написаны антонимы. Да, позитивные, негативные, то есть можно учить здесь даже целый немецкий язык, да. Символом Германии, конечно, есть немецкий плющ. И второе, если Киев – это каштаны, да, Париж – это каштаны, то Берлин – это ронодендроны. Вот слово ронодендроны – это куст, привезенный королю, понятное дело, из Азии. Они отцвели, к сожалению, уже. Это огромные, яркие такие шары. И они в один прекрасный какой-то сезон, такой в начале весны, весь Берлин цветет, городской наш парк Тиргартен цветет. И это такой один из символов города, очень узнаваемый. Вот такие вот дворы, и все проходные. Когда вы путешествуете с проводниками, идите в те места, которые нравятся им. Мы в одном из любимых заведений Кати в Берлине, вообще в чудесном дворике. Заведение называется Father Carpenter. Здесь ребята варят отличный кофе. Видишь, Fjord Coffee Roasters. А во-вторых, есть здесь завтраки, и, по-моему, только завтраки и выпечка. Всякие авокадо-тосты, брауни из гречневой муки, всякая каша с малиной, с кокосом и прочее. То есть это такая здоровая еда, которой круто начать завтрак. Все вместе с яйцом просто. Ну, там только выглядит. Это прекрасно. Да. Очень вкусно. Я, кстати, хотел тебе сказать, я сходил за этим мороженым. Да. Я не поленился. Да. И я взял с оливковым маслом мороженое, и это было интересно. Странно, правда? Это было Сначала очень ты думаешь, интересно. Он такой, знаешь, такой хороший пучок соли взял Да, так, и так да. обильно посолил. Я думаю, блин, будет пересоленное, значит, соленое. Маша такое любит. Оно нормально пошло. Сделали небольшой такой
шоппинг-эрию с брендами, которые непосредственно имеют историю с Берлином. То есть поэтому каждый из магазинов, это прям можно специально заходить, вам расскажет человек, который стоит на прилавке, там, бабочки покупала Эйнштейн из такой-то ткани, там, а вот здесь вот там, эти подтяжки носила Марлен Дитрих, да, вон королевская порцеляновая мануфактура, которая все время делала такую посуду для немецкого потребителя. Это магазинчик наших берлинских дизайнеров. Как называется магазин? Это сеть, которая называется Промобо. Вот, и наши известные очень бэги, где мой любимый, вот. If you can make it in Berlin, you won't make it anywhere. Смотри, какой класс. Ну, прелесть же. Да. Просто щетка в виде Бранденбургских ворот. То, что вы будете видеть везде, это магазин светофорного человечка Ампельман. Вот, это как раз ГДРовский символ. После того, как разобрали Берлинскую стену, его везде убрали, что он стоял на светофорах на восточной части. Вот, его вернули, он прошел процесс декоммунизации, который здесь был достаточно недлительный. Hello. Good morning. Can you have this one espresso? Yeah, sure. Ты хочешь? Да, wait on. У нас легендарные обжарщики из Берлина. Кофе-барни. Здорово. Можно выпить в Киеве, но на месте, где это все прям обжаривается. Обжаривается за углом. Как положено, за углом, да. Это, конечно, выпить необходимо. Наконец-то я в Минке. Кофе ростеров Берлина. The Barn. Как хорошо, да, идешь, чик, за угол завернули, а тут легендарный местечко. Руанда. Would you be, how are Можно you making почитать coffee? рядышком, что мы пьем. Очень вкусно. Espresso? Всё, хорошо. Do you like this? Здесь у них очень известный двор, такая кафетерий студенческий, который расположился в здании, даже не в здании, а в галерейном пространстве, в котором раньше была выставка современного искусства. Под него построили специальный такой стеклянный зал. Выставка закончилась, выставка выехала, и из него сделали кафетерий, где можно выпить вайн-шорле. Что такое вайн? Вайн-шорле – это самый главный напиток лета у немцев. Это вино наполовину с водой. Рислинг прекрасно мешается с водой. Это прохладный, замечательный напиток. Вайн-шорле. Вообще шорле – это смесь с газированной водой или просто с водой, чего угодно. Например, самый популярный это неалкогольный напиток, это яблочный сок с газированной водой, это апфельшорле. Вот, и дети пьют там, или взрослые апфельшорле, да, взрослые пьют очень популярный летом радлер. Очень радлер это пиво наполовину с лимонадом. Самое известное место для того, чтобы поесть пастрами, вот то вот нью-йоркский пастрами, это вот это вот кафетерий. Пойдемте в него зайдем. Вот, и здесь вот такое вот место. Hello!
Вот. А у них на хлебе вот, пастрами такие большие-большие бутерброды с мелко-мелко вот этим вот мясом наслоенным. Вот. Прекрасное вино я вам предлагаю здесь, на улице, выпить, может быть, по бокальчику. Такое легендарное блюдо пастрами, да, которое прям так расцвело в Нью-Йорке и оттуда и пошло дальше, да. Но вообще это прям с такими тюркскими корнями блюдо. Это говядина, видишь, очень-очень мелко нарезанные ломтики говядины в 2 ломтиках хлеба. И обычно чем больше этих слоев говяжьих, да, внутри, тем круче вообще. Два блюда, которые придуманы для одной цели. Это карри-вурст, известная сосиска наша в карри-соусе томатном, и дурум-донер и дурум-имброд. Дурум-донер – это завернутый в лаваш, мясо с салатами, с соусами, и в хлебе это имброд. Нарезное, да? Вот как Нарезное, шаурма, которая жарится. это именно и есть шаурма по-нашему, но шаурма это шаверма, это ливанцы, немножко другой регион. Придуманы в 60-х годах для того, чтобы рабочие, особенно те турецкие рабочие гастарбайтеры, которые приехали сюда по 10-летнему контракту, быстро смогли перекусить, теми же турками крутилось все, на ходу, быстренько перекусить и пойти дальше работать. На другой части города тот же карри-вурст, как бы запатентированная одной там женщиной. Вот та же самая немецкая сосиска в булке, просто добавлено карри вот, в томатный соус. Сейчас уже этот отдельный карри-соус есть. Вот, он подавался как бы тоже из окна рабочим, которые работали на части зоопарка и вот той части Западного Берлина. А место рождения дурума, вот этой шаурмы по-нашему, это все-таки Кройсберг считается. И вот первые районы, куда заселялись турки, семьи, сначала не семьи, сначала только мужчины, мы потом попозже им разрешили воссоединиться со своими семьями и женщинами для лучшей ассимиляции и спокойной жизни. Это все еще работающий сквот. Вообще волна сквотирования весь мир охватила в 70-х годах. Это заброшенные либо свободные здания. Туда самозаселялись разные культурные единицы, в основном объединявшись с какими-то одной тематикой. И вот сквоты в Берлине, вторая волна сквотирования, захватила Берлин, понятное дело, тогда, когда упала Берлинская стена. Потому что много зданий посредине города оказались либо пока еще ничейными, потому что процесс возврата имущества историческому собственнику был уже ближе к 1993 году, поэтому многие здания так и пооставались как бы несколько лет а-ля заброшенные. Вот этот двор называется, это сквот-хаус Шварценберг. И здесь не только художественные мастерские, здесь несколько музеев, известные кафетерии и бары. Перед нами, вот, кстати, музей Отто Вейта, это наш такой местный Шиндлер. Это фабрика, которая делала щетки, слепые у него работали. Он вот защищал своих еврейских рабочих вот до последнего, до сколько мог. Вот рядом с нами кафе Синема, легендарная кафетерий, который вечером тоже забит посетителями, которые пьют вино и слушают живую музыку. А самое интересное находится дальше во дворах, опять-таки дворах, потому что это тоже были мануфактурные здания. Здесь на стенах размещаются работы, которые либо длительное время здесь уже, либо каждый день появляются новые. Вот этих девчоночек It's Time to Dance парижского художника мы будем встречать по всему городу. Это такие рейвер-девчоночки, которых он фотографирует, потом отклеивает, потом обсыпает их глиттером. И эти работы, это официальные, то есть это хаус Шварценберг изъявляет желание, что вот здесь вот новая работа, и раз в какой-то период, значит, появляются новые официальные работы, рисуют их художники. Вот здесь небольшой филиал музея Анны Франк,
Ну и, собственно, Анна нарисована. Вот за этими двумя совершенно непонятными конструкциями, к сожалению, прячутся мои любимые Адам и Ева. Но это вот они буквально сделали их за пару дней, пока меня не было. Там Адам и Ева, которые друг на друга смотрят, такие голенькие, смешные. Вот, и здесь можно увидеть, кто здесь живет, какие помещения здесь снимают, какие-то другие типа шоурумы или дизайнерские студии. Вот. Ну и, собственно, непосредственно внутри двора здесь кинотеатр. Берлинцы очень любят локальные кинотеатры. Вот кинотеатры, в которых ходили их родители, их бабушки. И вот эти кинотеатры, они уже осовременены. Понятно, что там стоит нормальный экран. Вот, но все еще это маленький локальный районный кинотеатр. Вечером на всех этих столиках сидят местные, кстати, именно вечером. Здесь много местных художников, у которых мастерские сверху, и всякие околотворческие там какие-то кураторы, галеристы. Открывается второй заслон, и там еще один двор с арт-объектами, которые торчат из зданий. Иногда натягивается экран и показываются какие-то документальные фильмы про то, что здесь было, кто здесь работает, вообще про такую андерграундную тусовку города. Небольшой рукотворный монстр-кабинет, в котором живут и двигаются такие смешные чудики. И очень классный бар. Бар с 90-х годов здесь, очень старый, такой мрачный, с какими-то там монстрами внутри. Вот. Там снимать категорически нельзя, вот. Но место очень такое одиозное. Если ты ее читаешь нормально, значит, ты стоишь по сторону западного Берлина. Если одна табличка вдруг вверх ногами... Вот чили лемон. Чили лемон, да? Мясо на гриле, бар еще один. Будет написано «Стоп АФД». АФД – это наша новая нацистская партия из старых нацистов. Вот он просто человек. Такая живая история переселения турков в Германию. Это церковь, которая стояла прямо у Берлинской стены. Она так и называется, Мауэркирche. Очень классная работа. Мы с вами приехали на рынок номер 9, Маркетхалле 9. Мы пришли в очень известную сеть брювери, пивоварен, которая называется Брюдог. Чем она известна? Мы с вами находимся на самой крупной, самой известной барахолке в Мауэр-парке. Но стоит заметить, что до нее мы еще не дошли. Да. Мы сели в замечательном заведении, которое называется «Хорошая погода», Шоневетер, где мы пьем радлер и будем пробовать штрузеля.